Всех приветствую и представляю вашему вниманию очередное обновление, новую версию советника Fractalan. Прогон за последние 3 месяца. Изменения в советнике произошли существенные. От прежней версии осталась только торговая стратегия. Как и прежде, советник все свои ордера открывает после пробития фрактального уровня. Мы полностью переработали меню управления советника, добавили дополнительные блоки, и теперь меню управления советника состоит из следующих блоков. Это блок общие настройки, блок настройки Мартингейла, управление риском, отдельный блок хеджирования, новый блок автотренд, фильтр направления, трейлинг стоп. И еще один новый блок — это торговля по времени. Сюда мы перенесли разрешение или запрет работать в пятницу. И блок другие настройки. Если вы следите за нашей работой, то, наверное, уже заметили схожесть этих настроек с предыдущими нашими разработками. Это советником Martex и советник Martex PO, то есть Martex с отложенными ордерами. Да, действительно, это так. Большинство функций, которые мы включили в советник Fractalan, они аналогичны функциям, которые работают в советнике Martex PO. Поэтому в данном видео я не буду повторяться. Если вам интересны какие-то функции, то вы можете посмотреть наши предыдущие видео, видеообзор советника Martex и видеообзор советника Martex PO. Также от предыдущих версий у советника осталось выбор торговых ордеров. Вы по-прежнему можете выбрать торговать советнику отложенными ордерами или рыночными ордерами, или можете использовать ручную торговлю. То есть сами открываете ордер, и советник дальше следит за этим ордером. В блок параметры Мартингейла вместе с динамическим шагом мы добавили еще одну команду умножение раз. То есть сколько раз нужно умножать динамический шаг, чтобы он продолжал увеличиваться. И здесь вы видите цифру 5. То есть динамический шаг будет увеличиваться 5 раз, после чего он останется на последнем значении. И дальше увеличиваться уже не будет. Зачем это сделано? Дело в том, что вообще динамический шаг как таковой советнику Fractalan не нужен. Он и так открывает свои ордера на большом расстоянии друг от друга после появления фрактала. Ну вот, как здесь вы видите. Но бывает ситуация, когда цена остановилась во флете, и фракталы могут быть располагаться очень близко друг от друга. В связи с этим может произойти открытие ордеров Мартингейла близко друг от друга, что, в общем-то, увеличивает риск. Поэтому, чтобы этого не было, чтобы ордера не располагались близко друг к другу, вы можете использовать вот это ограничение умножения раз. Слева в углу вы видите надпись «Динамический шаг», что используется динамический шаг. Вы видите размер динамического шага в пунктах. И вторая цифра 0 – это количество умножений. В данном случае умножений пока не было, поэтому 0. Покажу в тестере, как это работает. Вот у нас здесь динамический шаг. 4 раза можно умножить. Ну вот, советник открыл второй ордер. Один раз произошло умножение. Второй раз. И уже вы видите, размер шага стал больше, 68 пунктов. Еще раз. Третий раз умножение. Размер шага 101 пункт. Ну и вот последнее умножение. 152 пункта. И видите, цвет надписи изменился. Теперь дальнейшее умножение уже происходить не будет. И
зафиксирован размер шага не меньше 152 пунктов. Автотренд работает только при открытии первого ордера, и в данный момент он никак не влияет на работу советника. Ну, в общем-то, и все. Еще раз повторюсь, и если вас интересуют другие функции советника, вы можете посмотреть наши предыдущие видеообзоры, посвященные Martex PO и советнику Martex. А я на этом с вами прощаюсь. Всего вам доброго, до свидания и до новых встреч.